Еще один квест на сегодня. Установка обратно-осмотической системы Aquafor Кристалл, Osmo Кристалл 100 или как-то так, и станция повышения давления. Даже правильнее называется он комплект повышения давления КПД. Для того, чтобы обратный осмос лучше работал, желательно, насколько я помню, давление 3,5-4 атмосферы. У нас давление я мерил 2,5 атмосферы. Для работы колонки газовой этого всего предостаточно, а вот для обратно-осмотической системы будет маловато и очень много будет воды у нас в дренаж уходить. Мануал я немножко почитал, все равно особо ни хрена не понятно, что как это делать. Вот, сейчас будем разбираться по ходу действия и подключать всю систему. Но начать нам надо будет с установки крана. Этого кранчика на уход воды. Для этого нам надо будет с вами открутить опять холодную воду вон там в очень удобной позе и закрутить кранчик. Погнали, чё. Так, с самой простой задачей установка водного крана справился отлично, вроде ничего не течет. Продолжаем дальше разбираться, что у нас тут по плану будет. Ну, наверное, надо вот это поставить сюда. Это будет тоже несложно. Так, кранчик у нас на бачке. Вроде бы пластик, но никаких я там уплотнительных колец не вижу, поэтому уплотняем резьбовое соединение. Так, вот этот комплект дренажа даже распечатывать не буду. Надеюсь, я без него обойдусь, он мне в принципе не нужен. У меня и так есть куда подоткнуть трубку дренажную. Ох. Что у нас дальше-то? Установку узла подключения сделали. Ага. Так, что у нас там трясется, надо снять крышечку.
затянуто. Откручиваю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это ключик для снятия этих фиксаторов трубок. Здесь у нас есть специальная заглушка. Она у нас устанавливается на время промывки фильтров в самом начале в запуске. Вот сюда вот инструкция это есть, можно сразу, в принципе, открыть, вставить, чтобы не забыть. После того, как промоем, уже будем соединять все. Так, ну, в принципе, ключик, наверное, здесь стоял. Вот, что тут у нас? Наверное, надо будет сейчас вкрутить фильтра. Вот, и примериться, где у нас это будет все установлено. Тяжелый фильтр. Так, ну а после уже промывки фильтров, там, как по инструкции написано, уже будем устанавливать мембрану. Сейчас пока полезем примеряться. Боже, это была потная катка, потому что я не занимаюсь йогой, для меня это было не очень просто, чтобы установить комплект повышения давления вот сюда. Тут здесь вот и сифон, и все, и это мне пришлось изгибаться как змея здесь. Ну все, зато он теперь хорошенько на месте стоит, все подходит. Сейчас будем устанавливать коллектор фильтра. Запыхался весь. Ну вот, уже навесил, отлично выглядит. Сейчас будем все соединять между собой. Ух, ну что ж, это были сложные пару часов. Все подключил. Дренаж выведен в сифон. Пока еще мембрана не подключена. Все у нас стоит. Бачок прикрыт, там все прикрыто. Сейчас будем делать прочистку системы. Первый прогон по инструкции. Так, согласно инструкции, значит, мы открыли входной кран, установили небольшой поток, где-то 2-3 литра в минуту с воды. Сейчас промываем фильтра, вот угольные пыли, чтобы не забить мембрану. В течение 10 минут вода у нас сливается, потом оставляем немножко подождать и открываем еще на 40 минут слива. Пока еще адские звуки у нас издаются. Так, дорогие друзья и подписчики постоянные, и гости моего канала, у нас уже идет в рамках этого видео второй день настройки фильтра Aquaphor. В частности, у нас установлен Aquaphor Osmo Crystal 50 галлонов с комплектом повышения давления 100 GPD. Итак, мы столкнулись с такой проблемой, которая не описана в мануале на комплект повышения давления. Проблема заключалась у нас в следующем. При закрытии всех кранов и включенном комплекте повышения давления
он не выключался. Он молотил на полную, не реагировал ни на перекрытие крана, ни на перекрытие воды. Работал, молотил в холостую и перегревался. Я имитировал ситуацию, чтобы не ждать долгое время, пока бак наберется, потому что это достаточно продолжительное время занимает, ну, порядка часа-полутора, у всех по-разному, в зависимости от производительности мембраны. Перекрывал кран на бак, тем самым ускорял процесс. Что происходило? Насос не выключался. Начали читать мануал, как описано здесь эта проблема. На последних страничках у нас есть виды неисправностей. Так, сейчас, какой на последний? Нет, не на последний, чуть раньше. Вот, таблица неисправностей. Насос не выключается. Открыт кран питьевой воды. У нас, конечно же, он был закрыт на момент испробования системы. Закрыть кран питьевой воды. Если ситуация не выявлена, обратитесь в сервисную службу. К сожалению, это все не так. Конечно, Аквафор утверждает нас, что вся система настроена у нас из коробки, ничего делать не надо. А если что-то у вас пошло не так, будьте добры, обратитесь в сервисный центр, вызовите мастера, договоритесь, потратьте свое время, потратьте свои деньги, потратьте свои нервы за комплект, который стоит, ну, порядка 12-13 тысяч. Это, конечно, неприятно. На форумах мы почитали, что происходит. Вот нашли только один комментарий, даже не знаю, на каком сайте супруга нашла. На официальном сайте Аквафора, да, есть суппорт Аквафор. Супер. Да. Замечательно. Ну, но там на YouTube этого нету. Да, на YouTube этого нету, но там все комментарии такие, то есть человек задает вопрос, и ему сразу пишут: обратитесь на горячую линию Аквафора. Обратитесь на горячую линию, где они вам предложат вызвать специалиста за да, 600 тысяч рублей. Да, и люди там пишут, типа... Самое интересное, ребята, вот в данной моей ситуации с неисправностью комплекта повышения давления, у нас уже нового образца установлен. Вот такой вот, покажи, пожалуйста, нашим подписчикам. Он уже в открытом корпусе. Такой вот мощный достаточно мотор, прям такой хороший. Достаточно в меру тихий. У родителей установлена предыдущая версия, исполнение 2 или 1 она называется, она намного шумнее. Вот, и в чем вся неисправность-то оказывается? Все дело в том, что нифига он не настроен с завода. Ну, я покажу на картинке скорее, чем там. Вот у меня насос расположен вертикально, то есть вот так вот на стене, грубо говоря. Здесь у нас идет подход воды из предфильтров, потом он прогоняет, идет на осмотическую мембрану, после этого тут уже на баке идут. Вот здесь вот клапан высокого давления стоит. У меня он был закручен полностью, тем самым не давая насосу остановиться. Я его буквально на полуоборотика маленьким шестигранником выкрутил, и все заработало. Представляете, я сегодня звонил по 3 разным телефонам горячей линии Аквафора, и никто не мог мне ничего подсказать, вот только супруга молодец нашла на сайте Аквафора решение этой проблемы. Теперь... Чисто в комментариях. Да, чисто в комментариях пролистала форум и нашла ответ. Я уже имитировал перекрытием бака то, что бак у нас наполнен. Какое-то время насос выключается чуть раньше, дренаж додавливается, и все, система перестает работать. Сейчас уже я бак открыл и ждем наполнения системы. Так что еще чуть-чуть, может быть, минут 40, и у нас будет в доме чистая вода, которую можно пить из-под крана. Так что достаточно хорошее качество очистки воды у Аквафора, несмотря вот на все недостатки с их сервисом. Так что, ребят, не бойтесь. Я не знаю, конечно, насколько это влияет на гарантию Аквафора. Там, конечно, написано, что даже всю систему элементарную, которую по картинке собрать может любой, там, в зависимости от удобства расположения системы там, в пределах часа, нужно вызывать аттестованного сотрудника, который вам 5 шлангов подключит, но это, конечно, маразм полный. Поэтому не бойтесь делать своими руками. Надеюсь, кому-то видео это поможет, если кто-то столкнется с такой же проблемой. Так что не отчаивайтесь, вот выход есть, и он достаточно простой. Всем до новых встреч, пока-пока. Рады были видеть на своем канале. До свидания.